Всем привет! Сегодня я к вам вот с таким комбинезоном. Я знаю, что на ютубе их много уже, этих мастер-классов по комбинезону. Но так как меня просили, я для вас тоже сняла мастер-класс. Итак, что нам надо для вязания комбинезона? Это сантиметровая лента, ножницы, маркеры, две вспомогательные нитки, это мы будем снимать рукава. Так, потом крючок, ну это так, может быть, понадобится. Вот такие вот образцы я связала. Хотела по бокам косу, но не будет косы у меня по бокам. Вот такой. И пряжа у меня вот такая Alize Lana Gold 800. Цвет номер 40. Ну и состав тут видно. И вторая пряжа молочным цветом. Lana Gold 800 тоже. И цвет 01. Состав тот же самый. Вязать я буду в 4 нити. Как вязать 4 нити, у меня есть мастер-класс. Можете по нему пройти и посмотреть. Комбинезон у меня градиентом. Помню, сказала или нет, спицы вот такие круговые Ади номер 4. Все, весь комбинезон я буду вязать только ими. Комбинезон без швов. Швов нету на комбинезоне, если только на капюшоне. Итак, размер. Вот, все написала. Детский комбез с градиентом. Пряжа Lana Gold 804 нити, спиц 4 миллиметра. Так, размер 9-12 месяцев, 74-80 сантиметров рост. Вот я связала образцы, такой и вот такой образец, так как там коса. И вот такие вот, в общем, так, 20 петель 12 сантиметров, это вот здесь 20 петель 12 сантиметров. И косу я тоже померила. Итак, обхват шеи 25 сантиметров, это примерно я на свободное облегание 5 сантиметров взяла, чтобы как бы спереди горловина, это 30 сантиметров. Вот этот образец 20 петель 12 сантиметров. Я 20 разделила на 12, умножила на 30, будет 50 петель. Так как у меня 4 линии реглана по 2 петли, то из 50 я отняла 8, будет 42. 42 разделила на 3, 14. Значит, 14 петель спинка. Здесь должно быть по 7 петель, но я взяла 6 петель, чтобы было ровное число. И не сильно широкий как бы рукав, я уменьшила на 1 петлю. Ну, в принципе, эта петля ни туда, ни сюда. В общем, 6 петель рукав. И теперь, смотрите, по 7 петель выходит у нас полочка. Но так как планка у нас 6 петель, мы ее делим пополам, 3 петли направо, 3 петли налево и 7 плюс 3 по 10 петель. Ну и также, смотрите, у меня коса, она очень стягивает полотно, поэтому я еще прибавила 4 петли к косе. Значит, тут 14 петель. Ну и теперь считаем общее количество наших петель. Это 14 спинки. Прибавила 2 по 2 сантиметра вот регланы, 4 штуки. 2 умножить на 4 это 8 петель. Потом 2 рукава, вот 6, 2 рукава умножить на 2. Потом 2 вот этих полочки, 14 на 28. Это в итоге 62 петли плюс 2 кромочные, 64 петли. Начинаем вязать. Итак, я набрала вот 64 петли молочным цветом, самым обычным способом. На 2 спицы одну вытягиваю, разворачиваю вязание. И сейчас я провяжу просто 2 ряда лицевыми, туда-обратно. Только лицевыми, знаете, что платочная вязка вяжется у нас лицевыми. Так что так за переднюю стеночку я сейчас провяжу в эту сторону и в обратную. Так, 2 ряда провязала, отметила я регланные линии маркерами, также отметила я планку.
И начинаем вязать. Сразу в первом же ряду здесь я хочу сделать дырочку. Это комбинезончик для мальчика, поэтому с этой стороны. Итак, первую снимаем, лицевая, 2 вместе, накид и 2 вместе. Все, провязали. И еще одна лицевая от планки. Снимаем. Дальше вяжем 2 изнаночные и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так как это лицевой ряд, в лицевых рядах перед регланом мы делаем вот так. Одну добавляем петельку, скидываем, 2 лицевые, перекидываем и тоже добавляем. И дальше вяжем. Это у нас рукав идет. Потом снова добавляем, перекидываем, 2 лицевые, перекидываем, добавляем. И также делаете и со второй стороны. И провязываем до конца лицевыми. Так, провязала петельки второго рукава. Теперь полочку как мы делаем? Делаем добавки линии реглана. 6 лицевых, это коса. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночных. И теперь 6 лицевых планки. 2, 3, 4, 5, 6 и изнаночная кромочная. В обратную сторону мы вяжем все лицевые, ну не все лицевые, а по рисунку снимаем. 1, планку всегда лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6. Здесь будут 2 лицевые, потому что с той стороны не были изнаночными. А здесь мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И петлю, что к реглану мы прибавили, мы тоже ее вяжем изнаночной. Потому что эти петли пока у нас будут уходить все в косу, вот они будут тут лицевыми. И дальше мы вяжем реглан лицевыми. На спинке тоже будут все петли лицевые, так как у нас здесь платочная вязка. Это лицевыми. И на рукавах мы тоже будем вязать платочную вязку. А на полочке там уже с правой, то есть с левой стороны вяжете по рисунку. До второй полочки изнаночная сторона и провязываем вот накид изнаночной, потом 6 лицевых, что с той стороны были 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных, 2 лицевые. Ну, здесь можно уже маркер убрать. И теперь как мы пуговку формируем. Вот эти лицевыми провязываем. И здесь мы провязываем одну лицевую под ниткой, под накидом, и вторую лицевую вот тут сверху захватываем. И вторая лицевая. Все. Дырочка для пуговки готова. И довязываем этот ряд до конца. Вот. Дырочка для пуговки, разворачиваем вязание, вяжем в обратную сторону, снимаем 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночных, 1, 2, не забываем, чтобы вот тут была дорожка с изнаночной стороны, из 2 лицевых надо.
И дальше вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем накид, перекидываем, вяжем 2 лицевые, перекидываем, накид, ну и дальше уже по узору вяжем. Все. Первый перехлёст мы будем делать, когда вот здесь будет у нас 12 петелек, которые петли прибавляете, вы их вяжете с лицевой стороны лицевыми, с изнаночной стороны изнаночными. И не забываем перед косой обязательно вязать 2 изнаночные. Все, вяжем самостоятельно. Итак, я провязала. После прибавления у меня здесь 12 петелек и здесь 12 петель. И сейчас мы будем делать перехлёст. Надеюсь, видно, а то у меня тут солнышко такое выглянуло. Показать вам надо, чтобы дальше вязать. Итак, вяжем. Первую снимаем, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночных. Итак, берем нашу спицу для кос, о которой я забыла сказать, снимаем 5 лицевых на нее, 2, 4, 5, оставляем перед работой, провязываем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, и теперь провязываем 5 лицевых со вспомогательной спицы. 1, 2, 3, 4 и 5 провязываем, убираем, провязываем 2 лицевые, накид и дальше вяжем до следующей косы. Потом я покажу, как следующую косу вязать. Ну, здесь дальше, как обычно, делаем прибавочки в начале и конце реглана, так как лицевой ряд, и вяжем дальше до следующей косы. Так, вторая коса, как мы ее провязываем. Итак, вот я дошла до второй косы на второй полочке. Делаем накид, 2 лицевые, берем вспомогательную спицу, 5 петель за работой, 2, 4, 5, за работу убираем, провязываем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. И теперь со вспомогательной спицы провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Все, вторую косу провязали. Дальше по рисунку 2 изнаночные и наша планка лицевыми. Перехлёст делаем через 5 рядов. Дальше вяжем до нужной длины реглана и перехлёст через 5 рядов. Так что вяжем 5 рядов, здесь делаем также в реглане прибавки, я покажу второй перехлёст, как делается. Так, я провязала 5 рядов, и как раз у нас теперь здесь 15 петель. Наша коса состоит из 15 петель. Теперь в этом ряду я буду делать также дырочку для пуговки. Через 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, через 8 дорожек. Вот это не считаем от пуговки дорожку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь я буду делать и расскажу, как определить, в какую сторону коса смотрит. Первую петлю снимаем, как всегда, лицевая, 2 вместе, 2 вместе, накид, 2 вместе, лицевая, не забываем дальше 2 изнаночные. И дальше смотрите,
у нас вот это смотрит влево, значит, теперь нам надо направо. Если нам надо направо наклон теперь, 5 петель провязываем лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снимаем на вспомогательную 5 петель за работой. 1, 2, 3, 4, 5. За работой убираем. Провязываем 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем 5 петель со вспомогательной спицы. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Но так как это лицевая сторона, то здесь у нас еще идет накид. Этот накид мы теперь будем вязать, как и здесь, изнаночным. С этой стороны у нас должны быть также 2 изнаночные. Поэтому мы делаем накид, ну не накид, а дополнительную петелечку. И дальше также снова вяжем. Когда будем вязать в изнаночном ряду, то этот накид, мы провязываем лицевой петлей. Так, довязан до второй косы. И покажу, как вторую косу перекрестить. Вот что у нас получилось. Вяжем до следующей косы. Солнышко село, хорошо видно теперь. Вяжем вторую сторону. Итак, как мы вяжем ее? Линии реглана, накид, ну не накид, а прибавляем петелечку. И смотрите, если у нас коса смотрит направо, значит сейчас нам надо влево. Снимаем 5 петель перед работой. 2, 3, 4, 5. Сняли. Провязываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем со вспомогательной спицы 5 петелечек. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 петель, которые у нас остались от еще косы. 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные и лицевые до конца. И вот смотрите, сейчас в обратную сторону я вам покажу. Вот. Я думаю, принцип понятен. Если сюда, теперь влево смотрит, следующее будет наклон вправо. Через 5 рядов, еще раз повторю, через 5 рядов у нас идут перехлесты. А вот здесь сейчас сбоку, которую мы добавили, петлю, вот я вам покажу, как ее провязать. Ну, лицевой ее провязываем, вот как с правой стороны, так и с левой стороны от косы. Вот видите, у нас дорожка идет из лицевых петелек. И с левой стороны у нас тоже должна быть такая же дорожка. Мы прибавки делаем и провязываем вот эти 2 петелечки теперь лицевыми. А с лицевой стороны мы также изнаночными провязываем. А потом все прибавки, которые будут идти, мы будем провязывать платочной вязкой также. Итак, вот считаем 15 петелечек, отсчитали. И вот где у нас прибавка вот эта, мы ее провязываем лицевой. И все, и дальше вяжем лицевыми. Ну а здесь провяжем точно так же. Все. В принципе, все такое здесь понятно. Итак, вот так мы вяжем.
линию реглана 13 сантиметров. 13-14 сантиметров. Но я, наверное, провяжу 14 сантиметров, потому что лучше больше, чем меньше. Так что провязываем 14 сантиметров реглан и будем вязать дальше. Итак, провязала я 14 сантиметров реглан. Вот смотрите. Здесь вот 13-14 сантиметров. Вот 14 сантиметров реглан. Вот теперь мы будем вязать росток. Как я буду вязать росточек? Я петли, полочки и рукава пересниму сейчас на спицы, не провязывая нитку, не отрезая. Мне надо будет переснять вот полочки петли, петли рукава переснять, и реглан я поделю одну петлю на рукав, одну петлю на спинке, и по спинке мы провяжем 4 ряда платочной вязкой. И так у нас увеличится длина спинки. Это будет наш росточек. Так что вот так переснимаем петелечки до спинки. Вот так берем и просто переснимаем до спинки. Все. Так, пересняла я петельки. Это вот спинка. Вот реглан. Одна петля на спинку идет, а одна петля на рукав. Вот он рукав. И теперь мы вяжем только спинку 4 ряда. Берем с другого клубка ниточку и провязываем лицевыми. И так вяжем 4 ряда лицевыми. Провязываем только спинку. Вот одна петля идет на спинку, одна на рукав. И так вяжем 4 ряда. Так, 4 ряда провязаны. И вот теперь я померяю, сколько у меня ширина спинки, чтобы определиться с подрезами. Ну вот у меня где-то 27-28 ширина спинки, обхват груди, например, ребенка 52 сантиметра, это пополам поделить 26. Ну, в общем, для подрезов я буду делать дополнительные петли. Но сейчас я довязала, обрезала ниточку, вот эти 4 ряда, и петли теперь рукавов и полочки я обратно одеваю. И сейчас мы снимем петли рукавов на дополнительную ниточку и будем вязать только тушку комбинезончика. Так что снимаем теперь рукава и обратно, вернее не снимаем, а обратно надеваем на спицу. Так, начинаем вязать нашу полочку. Сначала мы провязываем, как всегда, по узору. Мы сейчас провяжем полочку, петли рукавов мы снимем и спинку провяжем. Итак, здесь у меня коса, провязываю косу. Снимаем 5 за работой, провязываем 5 петелек от косы. Так, здесь нитка у меня закончилась. Наверное, все посмотрели, надеюсь, мастер-класс, как вязать с одного клубка в 4 нити. Вот у меня здесь петелечка, я вот так протягиваю ниточку. И вяжем дальше. Ну, конечно, подлиннее надо протягивать, просто чтобы ваше время не занимать, я сильно не протягивала. Провязываем косу. Теперь 2 изнаночные. Раз, два. Ну, количество петель, в принципе, не надо привязываться. У каждого, может, длина реглана разная, плотность разная. Так, ну я вам посчитаю, в общем, сколько у меня тут. 2 изнаночные. Раз, два, три. 4 лицевые.
Переснимаем, и одну петлю реглана у нас пойдет наперед. Все, петли рукава, вот эти все, одну петлю от реглана мы на рукав с той и с той стороны оставляем. Мы берем нитку и переснимаем на ниточку, вот линии реглана, и переснимаем вот так все петельки на дополнительную нитку. Переснимаем, и вот здесь тоже линию реглана. Вот дошла я до реглана, и вот эти петельки тоже мы все сняли. Вот одна от реглана сняла. Все, можно иголочку убрать. И убираем вот так и вяжем спинку. Дальше, нет, не вяжем спинку, здесь же у нас подрезы идут, поэтому я прибавляю петелечки. Я думаю, 2 достаточно будет. Можно 4, но я 2 сделаю. И вяжем дальше спинку. Вот одна петля реглана. Снимаем и провязываем спинку. И точно так же снимаем второй рукав. Все. Вот так вяжем дальше. Итак, петли я сняла на дополнительную спицу. Вот такой вот у нас уже, вернее, вот что мы уже связали от комбинезончика. И для точности я все-таки записала количество петель. Бывают люди разные, все равно спросят. Итак, полочка у меня, вот, вместе с кромочной, все вместе 31 петля. Рукав 38 петель. Спинка 46 петель и 2 петли подреза. Здесь 2 петли, вот подрез. И с этой стороны 2 петли подрез. Общее количество, думаю, посчитайте, я не считала. Обхват груди в 9-12 месяцев 52 сантиметра. Поделила я на 2, 26. Я померила по спинке. По спинке у меня 31 сантиметр. Поэтому на свободное облегание все теперь у нас прекрасно. Дальше мы вяжем по узору. Вот сейчас я провяжу 2 ряда. И затем я буду вязать градиент. У кого нет градиента, вяжем вот эту длину. Я сейчас скажу, сколько она будет. Так, у кого нет градиента, вяжем вот эту длину до ластовицы. У меня 44 сантиметра. Но это все по таблице, где-нибудь в уголку я поставлю таблицу. А у кого градиент, сейчас провязываем 2 ряда и поменяем одну ниточку. Итак, я провязала вот еще 2 ряда. И здесь теперь я буду менять нитку. Смотрите, если вы вяжете, как я, в 4 нити с одного клубка, здесь есть вот одна такая вот петелечка. Ее мы оставляем, здесь нитку не отрезаем. А я отрезаю нитку, которая идет с середины клубочка. Я ее отрезаю, беру голубую ниточку с середины клубка, которая идет, и привязываю вот сюда. Как вязать с одного клубка, у меня есть видео. Я привязываю нитку. И потом я... Ёлки-палки, что ж она не привязывается, связывается. И все. И вот так дальше я буду вязать теперь. Смотрите. Вот через эту петлю я вот так протягиваю нитку. Так. Через петлю вот эту я протягиваю так нитку. Здесь у меня идет 3 нити. Одна синяя, голубая вернее. И вот так я буду вязать сейчас 3 белых, 1 голубая. И так я провяжу 6 рядов. Не забываем для пуговки делать, косы плести. В общем, вяжем 6 рядов.
Потом заменяем другую ниточку, я покажу, какую именно, и дальше вяжем. Итак, провязала я 6 рядов. Так, ниточки вот у нас 3 белых, 1 синяя. Дальше нам надо вязать 2 синих, 2 белых. Как я это сделаю? Я взяла вот 2 кончика, синий и белый, и вот эта петелька, что у нас есть, мы вот так вдеваем и связываем между собой. Не обязательно, чтобы в начале ряда начинался наш градиент, ничего страшного. И вот теперь в петлю вот так мы сделали. И дальше мы вяжем. И теперь я буду вязать 2 синих, 2 белых. И так я провяжу 8 рядов. Итак, провязала 8 рядов. И теперь нам надо вязать 3 голубых и 1 белая. Как мы это делаем? Мы берем 1 белую, 1 голубую. Нам же надо теперь петлю сделать, в которую можно протягивать нитку. Отрезаем 1 белую и 1 синюю. Вот так. Завязываем их между собой. Завязали. Все. И смотрите, теперь, когда мы вот эту синюю протягиваем через эту петлю, вот так, у нас образовалось, вот смотрите, 3 синих, 1 белая. И так вяжем 10 рядов. Провяжем 10 рядов, отрезаем белую ниточку и привязываем 1 синюю. И все. И вяжем 44 сантиметра. Вот по планке вот от верха до ластовицы 44 сантиметра. Итак, как я и говорила, я провязала 44 сантиметра. Вот сколько надо вам сантиметров, я скину как табличку где-нибудь здесь ставлю. Так что вот 44 сантиметра провязаны. И теперь нам надо соединить в круг. И будем вязать по кругу и ножки. Вот так получилось, как я и говорила. Вот он мой градиент. Так что давайте дальше вязать по кругу теперь. Опустила камеру, и вот смотрите. Вот здесь наши планки должны зайти друг на друга. Само собой, где дырочки, поверх будет. Вот. Теперь вот эти петельки мы должны переснять на дополнительную спицу. Так, берем и переснимаем. Сколько петель переснять надо? Вот считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. У нас 6 петель получается же от планки и 1 кромочная петля. Сняли. Теперь накладываем вот эту, где дырочки, планочку на эту планку, где нет дырок, и начинаем просто вязать по кругу. Но обязательно надо поставить маркер, отметить начало ряда. Все, теперь здесь у нас будет начало ряда. Поставили маркер и начинаем вязать по узору все петельки, начиная с первой же. 2 вместе. Смотрите, я захватываю петлю с первой спицы и со второй спицы. Вот здесь захватываю и вот эту захватываю и провязываю сразу 2 петли вместе. Провязала. Берем здесь вторую и со второй спицы и провязываем 2 вместе. Также здесь и здесь берем и провязываем 2 вместе. Вот так провязываем эти петельки. А дальше будем вязать сейчас по рисунку. Итак, провязали. Это, конечно, тяжеловато, но ничего страшного. Все.
Петли закончились, убираем спицу. И дальше вот мы присоединили, видите? Начинаем вязать по кругу. Смотрим, что у нас здесь. И теперь вяжем. Вот здесь 2 изнаночные. Дальше у меня перехлёст. И вяжем до маркера по кругу. Так, я довязала, в круг соединила. И теперь надо провязать нам еще 4 ряда. Но смотрите, если раньше мы вязали всегда лицевыми и здесь лицевыми, то теперь нам надо смотреть. Если мы этот ряд вот провязали лицевыми, значит теперь мы это все вяжем изнаночными. Сразу же, если вяжем по кругу, первую петлю мы тоже провязываем изнаночной. И дальше вот эти 6 петелек, 7 вернее, мы вяжем изнаночными, потому что смотрите, здесь идет лицевая, очень отчетливо видно, поэтому мы провяжем изнаночными. Здесь перед косой идет изнаночная, мы также вяжем ее изнаночной, конечно же в косе лицевые. Провязываем от косы лицевые петли. И так нам надо провязать 4 ряда. Дальше мы будем вывязывать ластовицу. Она обязательно у нас нужна. Так что вот сейчас я покажу, как чередуем мы. Вот довязала я косу, здесь изнаночные. И смотрите, вот здесь идут у нас лицевые петелечки. Вот. Лицевые, вот их отчетливо видно, а мы теперь вяжем их изнаночными, и тогда у нас продолжится платочная вязка. Мы все вяжем изнаночными теперь все, и вот так мы чередуем. Следующий ряд у нас будет лицевой, дальше у нас будет изнаночный и снова лицевой. В общем, провязываем 4 ряда. Вот. Это у нас первый ряд. Так, я провязала не 4 рядов, а 5 рядов, так как в лицевых рядах мы будем делать прибавки для ластовицы. Смотрите, я отметила 1, 2, 3 петли. Одну петлю, вот где мы будем прибавки делать ластовицы, отметила. И сзади также посередине отметила. Но так как у меня 104 петли, я отметила вот эту одну петлю. Посчитала по кругу, сколько у меня петель. У меня получилось 104. Не обращайте внимания, у вас может больше-меньше быть, неважно. Поделила пополам, у меня получилось 52 петли. Пополам, вот. Здесь одной петли дополнительно нету. Если у вас получится, что вот так одна петля есть дополнительно, это прекрасно. А я сейчас покажу, как я тут провяжу. И начинаем вывязывать ластовицу. Так, что мы делаем? Так, начало ряда маркер обязательно. И начинаем вязать дальше. Вот так как это лицевой ряд, я вяжу лицевыми. Перекидываю маркер. Делаю прибавку, как мы на реглане делали. Лицевая. Снова прибавка. Перекидываем. И вяжем дальше по узору до следующего маркера. Итак, сейчас я дойду до следующего маркера и вам покажу, что мы делаем вот здесь. Так, вот я дошла до маркера. Ну, смотрите, здесь же у нас 3 петельки, поэтому вот здесь, где маркер, у нас теперь должно быть 3 петли. Смотрите, что мы делаем. Лицевая, маркер перекидываем. И вот здесь надо 3 петли провязать. Мы берем вот эту, вот, видите? Вот здесь есть такая петелька, мы из нее одну провязываем. Из протяжки одну скрещенную провязываем. Конечно, неудобно, но надо. Провязали. И вот с этой петельки тоже одну поднимаем. Все, у нас здесь 3 петли. Надеваем маркер.
И вяжем дальше по узору. Прибавки эти мы делаем только в лицевых рядах. В изнаночных рядах мы провязываем изнаночными. Так что вот, пока вот здесь у нас не будет 9 петель и здесь 9 петель. Так что делаем прибавочки после маркера вот здесь и перед маркером. И здесь также после маркера и перед маркером. Не забываем косы переплетать. И вот так вяжем прибавки. Итак, вот я довязала этот ряд. И вот следующий у нас изнаночный ряд. И мы вяжем изнаночными петелечками. Перекидываем маркер. И вот эти, что мы прибавили, лицевая, эти 3 петли, мы провязываем изнаночными. А в лицевых рядах мы по краю будем прибавлять, вот как я показывала. И еще один нюанс хочу сказать. Вот видите, у нас здесь прибавка и ничего не видно. Еще один нюанс вязания по кругу. Смотрите, раньше, если вы лицевые вязали за заднюю стенку, то теперь, когда мы вяжем по кругу, лицевые мы вяжем за переднюю стенку, иначе у нас будут скрещенные. Так что вот так провязываем. И смотрите, дальше вот потом делаем прибавки вот после маркера и перед маркером. Вот как я показывала, вот как в реглане вот так делали прибавки, также и делаем вот здесь прибавочки, пока здесь не будет по 9 петелек. Все, вяжем самостоятельно и начинаем вязать штанины. Как мы их вяжем? Нам надо 2 булавочки, потому что вот эти петли 9 петель ластовицы либо сразу сшить надо, либо снять на булавки. Я сниму на булавки, я буду вязать сразу 2 штанины. Мне кажется, это гораздо удобнее. Итак, вот до ластовицы я довязала. Вот это я отметила начало ряда. Все провязала, ниточку убрала и снимаем вот эти петельки на булавки. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вторую штанину я буду вязать со второго клубочка. Так, убираем маркер. Сразу же этими же спицами я буду вязать. Берем ниточку, отставляем подлиннее кончик, мы им будем сшивать ластовицу потом. И начинаем вязать. Сразу с первой петли мы начинаем вывязать. Так как это лицевой ряд, то здесь у нас лицевые. 2 изнаночные. И дальше вяжем уже по узору. И так мы вяжем до вот этого маркера. Так, до маркера я довязала, сняла 9 петель ластовицы, нитку перекинула в ту сторону. Вот здесь, смотрите, я делаю петлю, так как сейчас мы будем вязать Magic Loop. Берем вот эту нитку от первой штанины, вот, и начинаем ею вязать. Прям туго вот так 2 вместе складываем и вяжем лицевыми. Вот, начинаем вязать вторую сторону штанины. Будем вот так вязать сразу 2. Мне очень нравится этот способ, потому что все равно натяжение нити всегда разное. Здесь, когда мы вяжем сразу 2 штанины, то не надо считать количество петель, рядов, вернее, не надо считать количество рядов, и плюс не надо также, видите, вот здесь я вот так делаю петлю, выталкиваю спицу, и плюс, я не знаю, ну, одинаковые штанины сразу получаются. И
И не надо вот это считать ряды. Вот так я вяжу. Потом я сейчас вот так подтяну эту сторону, вот петелечка у меня. Я подтягиваю ее, переворачиваю свое вязание. Здесь у меня мало места, где я снимаю видео. И поближе, чтобы вам видно было хорошо. Вытягиваю вот спицу и продолжаю вязать штанину. И также мы чередуем, когда вяжем штанину, один ряд лицевыми, один ряд изнаночными. Вот мы довязываем. На стыке, например, когда переходите на одной стороне, я ни накида, ничего не делаю. Не знаю, этот шов хоть с накидами, хоть без накидов, он все равно получается, этот шов на стыке. Ну, это как бы посередине получается как бы швом. Вот видите, нитку, эту спицу, леску проталкиваем и вяжем. И вот так мы вяжем каждую штанину от каждой нитки по кругу. Я думаю, понятно. В принципе, этот маркер можно уже и убрать, он нам не нужен. Итак, и вот здесь мы уже сразу видим, смотрите, здесь есть лицевые петли, как бы мы уже запомнили, где у нас тут с края всегда 2 изнаночные, а вот тут, где лицевые, мы начинаем вязать изнаночные. Кто боится запутаться, ну, оставьте маркер. Все, мы провязали, убираем нитку. Берем вот эту нитку от второй штанины и начинаем вязать. Вот здесь есть по кругу, здесь изнаночными начинаем. Вот изнаночными вязать. И все, и вот так сразу вяжу 2 штанины. Вот вытягиваю вот эти ниты, и все. Вот смотрите, ластовица у нас. Мы ее сошьем вот здесь. Вот. Потом. И вот так по кругу будем вязать штанины. Итак, какая длина штанин? Сейчас расскажу. Итак, смотрите. На рост 74-80 сантиметров, длина штанины от промежности 29-30 сантиметров. Но так как там резиночка, то я 3 сантиметра отняла, хоть и 5 сантиметров резинка, но только 3 сантиметра отняла, будет 27 сантиметров. Как провяжу 10 сантиметров, буду делать 4 раза убавки в каждом 4-м ряду. Так что сделаем 4 раза убавки по 2 петли, 8 петель и будем вязать. В общем, сейчас я провяжу штанины 10 сантиметров. Итак, 10 сантиметров я провязала, вот смотрите, 10 сантиметров. И теперь я буду делать убавку. Но убавку я буду делать не с внутренней стороны штанишек, а с внешней, вот с этой стороны косы, чтобы коса как бы сдвинулась на середину ножки. Так что делать я буду 4 раза такую убавочку. Сейчас покажу. 1 раз, и дальше вы будете самостоятельно делать. Так, это у нас лицевыми вяжу этот ряд по плану у нас. И вот сейчас я довяжу, провяжу этих 15 петель от косы, 2 изнаночных и сделаю убавочку. Убавки будут через 3 ряда. Так, ниточка закончилась. С петелечку сейчас я пропущу. Итак. Вот 2 изнаночные. И как мы вот лицевые вяжем за заднюю стенку, и также за заднюю стенку я провяжу сейчас 2 вместе. Вот смотрите, мы же так лицевые вяжем, поэтому 2 вместе, также по узору я вот так провяжу. Все, вяжем дальше уже. И вот так я сделала вот такие вот убавки, 4 убавки. Вот.
4 убавки через 3 ряда. Довяжу до нужной нам длины штаниши, как я уже говорила, 27 сантиметров, и буду вязать резинку. Ну а на правой штанине, конечно же, мы с правой стороны делаем убавку. Вот 2 изнаночные, 2 петли я оставила, также беру вот так за заднюю стеночку, провязываю 2 вместе и дальше вяжу уже по узору. Итак, мы делаем убавки справа с правой стороны, слева с левой стороны. Сейчас у нас будет изнаночная, лицевая, изнаночная, потом лицевая, изнаночная, да, это значит через сколько рядов, подождите, и так, сейчас мы лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, да, правильно, через 3 ряда я сделаю еще раз убавку и потом еще раз, так что вот так вяжем. Так, я довязала штанишки, 20 рядов резинки 1 на 1 спицами номер 2,5. Все, ну это я не стала уже показывать, думаю, резинку 1 на 1 все умеют вязать, и обычным способом закрыла. Также связала один рукав, но рукав я вам покажу, как вязать. Но сейчас мы с вами зашьем вот эту вот ластовицу. Так, я сняла уже петелечки с булавки на спицы, вдела нитку в иголку и будем сшивать ластовицу по лицевой стороне. Итак, смотрим, вот ниточка, и мы здесь подхватываем, чтобы не было дырочек, и сшиваем наши штанишки между собой. Аккуратненько. Так, сшиваем, чтобы не было дырок. Итак, здесь подхватываем и вот эту уже первую петелечку захватим. Подтянем, но не сильно затягиваем. Здесь тоже смотрим, тоже подхватим первую петельку вот так под низ. Но это надо тоже смотреть, с какой стороны у вас там, в общем, как надеты петли. Вот. Зашиваю я трикотажным швом. Здесь смотрите, вот эту петлю вот так сверху, а вот эту вот тут снизу подхватываем. Вытягиваем ниточку. Здесь тоже вот так сверху, а здесь снизу. Вытягиваем. Здесь тоже сверху и снизу. И вот так зашить надо нам. В общем, зашиваем вот эти вот так петелечки все до конца. Думаю, понятно. Можно в крайнем случае посмотреть, как это делается в интернете. И вот, видите, вот ни дырочек, ничего нету. И потом мы будем дальше вязать наш рукав. Вот и все, ластовица зашита. Смотрите, даже не видно шва. А шов здесь есть. И все, штанишки готовы. Даже не влазят они в кадр. И сейчас будем вязать рукав. Итак, вязать я буду на леске. Тоже вот так вытягивать леску и вязать. Но сейчас мне надо набрать вот здесь на подрезе 3 петли с одной стороны и 3 петли с другой стороны. Я здесь нахожу эти петелечки. Вот 3 нашла с одной стороны и 3 с другой стороны надо.
найти. Вот раз, так, два, ну и вот здесь третью. Все, 3 петли набрали. Дальше смотрим. Вот здесь я закончила изнаночным рядом, значит теперь я здесь буду вязать лицевыми. Берем ниточку и вяжем. Итак, вяжем точно так же, как штанишки, но считаем ряды. Вот эту спицу вытягиваем. Вот эти, что набрали спицы, мы перекрещенными их провязываем скрещенными. Вот так. И все, вяжем лицевыми. Смотрите внимательно, каким рядом вы здесь закончили. И вот так провязываете. Ну, я уже показывать не буду, здесь и так все понятно. Итак, я сделала 5 убавок. Первую убавку в 31 ряду. Сейчас вот так по кругу вы вяжете. Вот один ряд лицевой, один ряд изнаночный, один лицевой, один изнаночный по кругу. Если не хотите по кругу, ну вяжите со швом. А я буду вязать по кругу сейчас 30 рядов. Потом я покажу, как делала убавки. Итак, я провязала 30 рядов. Сейчас один раз покажу, как я убавляла. И дальше самостоятельно будете вязать рукав. Конечно же, я вытянула петелечки. И я убавки делала только когда лицевыми вязала. Первую лицевую провязываю, потом 2 вместе лицевых. Все, вот первая убавочка с этой стороны. Здесь вот так посередине, вот как идет шов, я так и вытягиваю спицу. Здесь по кругу как бы и вяжу. Итак. Убавки я делала в 31 ряду, 35, 39, 43 и 47. 5 убавочек. Но вы смотрите, сколько вам надо сантиметров. У меня 20 сантиметров надо. Здесь солнышко, но думаю видно. 20 сантиметров до манжета. Плюс еще я провязала 15 рядов манжетов. Резинки 1 на 1, 15 рядов. Итак, вот здесь вытягиваю снова спицу, вот так, и провязала 15 рядов на 1 резинкой спицами номер 2,5 и закрыла обычным самым способом, какой только возможен. Так, здесь еще клубок заканчивается, хоть бы мне на капюшон хватило, неохота так один клубок покупать из-за капюшона. Размер не маленький получился, конечно, очень на вырост. Ну, как просили, я так и связала на вырост. Итак, довязываю до конца. Комбез, конечно, толстый, очень тепленький. Здесь, как назло, нитка запуталась. Итак, вот эти петельки можно вот так перевернуть и провязать вот за переднюю стеночку 2 вместе и лицевая. И все. Вот так вяжем. Вот такой вот рукавчик у нас получится. Вот 15 рядов резинки 1 на 1 спицами 2,5. И вот этих 5 убавок. Ну вы смотрите, какая у вас длина рукава. И все. И рукава будут готовы. И дальше потом будем вязать капюшон. Но я уже не буду, наверное, показывать, как вязать резинку 1 на 1 самым обычным способом. И второй рукав готов. Итак, рукава связаны. И будем теперь вязать капюшончик. Сейчас я наберу вот здесь петелечки, покажу как. Итак, вот наши петли горловины. Но я не буду вязать карман. Я сейчас возьму спицы вот 2,5 и по краю буду ими набирать. Но вязать я буду основными спицами номер 4. Вот здесь с краешку поднимаем петельки, но не
вот так целиком, а только за одну вот эту дужку. Вот. Видите, здесь косичка идет, мы от косички берем только за одну. Вот. И вот так набираем 64 петли по кругу. Она набирается, как вы видите, очень быстро, петельки. И вот так набираем до второй стороны. Так, я набрала 64 петли. Так как это вот изнаночная сторона, то я буду вязать сразу лицевыми. Беру спицы, как вы видите, рабочие наши четверку, и буду ими вязать весь ряд лицевыми. В общем, провязываем до конца лицевыми петельками. Так, набрали петли, провязали первый ряд. И смотрите, по центру рукава я отметила одну петлю. Это 18. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 петель от края. Вот я отметила одну петлю. Здесь 12 петель. Я отметила на спинке 2 петелечки по середине спины, по центру. И также на втором рукаве я отметила. В этих местах мы будем делать прибавки, так же как в регланной линии. Сейчас я один раз покажу, как их делать. Так, спицы тонкие убираем, вяжем нашими основными спицами. Так, первую, как всегда, снимаем. И теперь мы вяжем только лицевыми. Всегда. Итак, сейчас мы дойдем, и я вам сразу расскажу. Вот сейчас мы будем делать прибавку. И прибавки делаются у нас через 3 ряда. Вот я довязала, вот где отмечен маркер. И делаю прибавочку одну, провязываю эту петелечку и делаю вторую прибавочку. И дальше вяжу, и где маркеры, здесь тоже буду делать прибавки. Вот. Итак, с 3 по 5 ряд без прибавок вяжем платочной вязкой. В 6 ряду делаем прибавку, в 6 ряду 10 ряд мы тоже делаем прибавочку. С 11 по 49 ряд мы будем вязать платочной вязкой. Так что делаем самостоятельно прибавки. Так, провязала нужное количество рядов, но вы смотрите, не ориентируйтесь на количество рядов, ориентируйтесь на сантиметры. Если вот так приложить, вот где-то 19 сантиметров. Вот если подрастянуть, ну 20, потому что сам капюшон 24-25 сантиметров у меня должен быть. Итак, я провязала, отметила центр. Это 41 петля у меня с одной и с другой стороны. Вообще, в общем, 82 петли. Итак, от вот этого центра я отметила 4 петельки. Сейчас мы будем вот здесь сокращать, вот так 2 вместе провязывать. Для чего мы это будем делать? Чтобы капюшон не был острым. Поэтому, чтобы он был овальным. Сейчас я один раз покажу, как это я буду делать. Итак, провязываем лицевыми до маркера. Вяжем. Итак, вот дошла я до маркера. Одну петлю перед маркером, вторую после маркера. Вот так переснимаю. Провязываю 2 вместе за переднюю стенку. Надеваю дальше маркер и
Дальше вяжу. Это маркер центра у меня. Ну, можно его снять, в принципе. И дальше вяжем. Вот здесь одна петля. Снимаем. Надеваем маркер. Провязываем 2 вместе. И вяжем до конца этот ряд. Как вы видите или не видите, я делала такие убавки по лицевой стороне. По изнанке мы провязываем все лицевыми, а по лицевой стороне мы будем вот так 2 вместе, 2 вместе, 2 вместе провязывать, пока здесь не останется ни одной петли. Так что самостоятельно вот так довязывайте, в лицевых рядах вот так 2 вместе сокращайте, пока здесь не закончатся все петельки. Потом мы будем сшивать капюшон. Так, довязала я, сократила петелечки. Ну, тут, в принципе, не сильно видно, что капюшончик так, ну, видно вот, что он закругляется. И самое сложное осталось, это закрыть, зашить вот эту часть. Итак, мы посередине вот так складываем и вытягиваем, и сшиваем трикотажным швом. Ну, если я непонятно объясню, можно будет посмотреть. Итак, я отрезала нитку, берем иголку и начинаем сшивать. Сначала верхние спицы берем, петелечку, потом берем петельку на второй спице. Вытягиваем нитку. Нитку я взяла длинную. Конечно, неудобно, но что поделаешь. Итак, теперь подхватываем вот первую петельку и вот так под низ вторую. И вытягиваем аккуратно нитку, чтобы ничего не запуталось. Вытянули. Теперь вторую петельку находим. Подхватываем ее. Где она тут у нас? Вот она. И вот эту, которую мы подхватывали, и вторую. И через 2 петли протягиваем нитку. Конечно, да, это сам такой сложный момент в этом комбинезоне. Для меня, не люблю сшивать, поэтому стараюсь как можно меньше, чтобы было швов. Все, затянула. Теперь с этой стороны. И вот так сшиваем весь капюшончик наш. Подтягиваем. Теперь снова на этой стороне берем. Здесь. И вот так сшиваем. И вот получается вот такой шов у нас. Вот. Как будто вот эта часть, видите? И вот здесь. Шов не видно. И все, и вот так сшиваем до конца. Кто хочет, будем вязать ушки. А так уже, можно сказать, комбинезон наш уже готов. Потом покажу, как вязать ушки. Так, ушки. Набираем 25 петель и вяжем 30 рядов платочной вязки. Я буду вязать сразу с одного клубка 2 уха. Одна нитка у меня с центра идет, вот, а другая нитка основная. Как вязать в 3 нити с
с одного клубка у меня есть видео. Так что вот так набираем 25 петель и вяжем 30 рядов. Так, вот такие вот прямоугольнички у меня получились. Довязала я, оставила вот длинную ниточку и по краю сейчас мы будем иголочкой вот так собирать наши ушки. Можно через одну петельку, чтобы не сильно часто. И вот так собираем по краю все петельки. Потом мы это затянем. Получится у нас ушки. Итак, здесь вот так поддеваем заодно, чтобы не сильно толстый край был. Так что так самостоятельно по кругу, вот так. Девайте вот так. Так, я вокруг вот так набрала и затягиваем. Все, затянули, и смотрите, ушки сами у нас и уже сформировались. Можно так сделать, можно так. В общем, как вам нравится. Так, затягиваем посильнее, зафиксируем нитку. И все, и можно наши ушки вот пришивать. Пришиваем ушки, и комбинезон готов. Готов комбинезон, ушки пришиты, ниточки спрятаны, так что пошлите стирать. Комбинезон я буду стирать в стиральной машине. Итак, закидываем наш комбинезон в стиральную машину. Он у меня будет стираться там один. Закрываем. Здесь я насыплю порошок. Вот такой вот порошок кашемир. И вот такой вот кондиционер альпака у меня. Итак, все добавили и включаем. Выбираем режим шерсть. Выбрали. Дальше смотрим. 30 градусов, 800 оборотов. Можно полоскание плюс поставить, но я не буду ставить. 30 градусов, 800 оборотов. Режим шерсть. Ну все. Экономия времени еще. Все, экономия времени поставили. Ну, с Богом. Включаем. Все. Наш комбинезон стирается. Поехали. Не переживайте, я в принципе стираю часто в стиральной машинке. Ничего страшного с ним не случится. Сейчас постираем, разложим на горизонтальную поверхность. И все, наш комбинезон готов. Все, комбинезон постиран. Я застелила вот так простынь и разложила его сушить. Вот так он сушится. Так что все с ним в порядке после стирки в машинке. Он целый, невредим. Так что вяжите, пробуйте, у вас обязательно все получится. Вот и готов комбинезон. Вот такой он после стирки. Вот такая вот красота. Он, конечно, большеват ей, но ничего.
на вырост ребеночку. Если вам понравился мой мастер-класс, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!